Привет! Я уже со своей семьей целый месяц живу в польском лесу, в кемпинге, в палатке у моря. И это единственное наше жилье на сегодняшний день. Нет ни дома, ни квартиры, ни детского сада. Это одновременно и потрясающий отдых, и огромный стресс. Так или иначе, это невероятный опыт. И сейчас я расскажу почему. Поделюсь, каково это, зачем мы на это решились, как ведем быт, про главные плюсы и минусы такой авантюры и о главных осознаниях, которые приходят к нам в процессе. Это видео я задумывал именно таким вот максимально простым. Здесь не будет никаких удерживающих внимание хуков, трейлеров и так далее, потому что я от всего этого устал. И за целый месяц меня очень сильно погрузило в спокойную, размеренную жизнь, от чего я несоизмеримо просто нахожусь в каком-то, пребываю в каком-то кайфе, восторге. Сейчас вот буду по порядочку это все рассказывать. Первое, я просто расскажу, как мы собирались. Вообще про наш инвентарь. Мы купили багажник наверх на 500 литров. Багажа столько много, что пришлось установить себе бокс на машину. Теперь наш дракон выглядит вот так. Купили багажник для велосипедов, чтобы были с собой велики, потому что знали, что будем кататься. И спойлер, очень не пожалели, хотя багажник был не дешевым. Запаковался, и это выглядит вот так. Раз, два, три, четыре. Блин, капец, как страшно ехать. Оно вот так, типа, все. Но, типа, держаться должно, короче. Офигеть как, блин, стрёмно, капец. Первый раз еду, смотрите, как оно выглядит, оно что-то трясется все. Тут на камере не видно, как оно все там трясется. Я даже не знаю, если честно. И с великами, и с багажником наверху. Как оно вообще, как это работает на хаке? На одном крюке держаться столько. Надеюсь. Вот сейчас у нас спящий полицейский. О, фак, как оно трясется, охренеть, может. Вещей с собой много не влазит, поэтому мы при выезде из Варшавы, из нашей квартиры, мы отправили основную часть вещей в город, в который будем уже ехать потом в конце лета. Все равно будет городская жизнь, к сожалению, нам придется к ней вернуться рано или поздно. Вот, и эти вещи ожидают нас в контейнере. О, кстати, хорошо, что записываю видео, вспомнил, что нужно оплатить контейнер. Вот. Таким образом, благодаря вот этому багажнику, велики сзади прицепили на этот крюк, и достаточно у нас емкий багажник в самом автомобиле, 2 детских сидения, и мы так под завязку вообще забитые, в общем, решили отправиться в путешествие. Это уже 3-е или 4-е видео, не знаю, из нашего такого мини-сериала о путешествиях. Кстати, вот как это все начиналось, как мы уезжали из Варшавы. Мы до кемпинга еще в 3 домиках пожили, таких классных, очень супер стильных, крутых. Рассказывали, показывали про них. Если интересно, можете посмотреть в предыдущих видео. Эту идею уехать на целое лето в кемпинг мы вынашивали с прошлого лета, потому что когда мы год назад переехали в Варшаву, быт, документы, вся вот эта рутина, туда-сюда, было непросто. И мы вот летом, еще прошлым летом успели зацепить классную погоду, и сгоняли мы, в общем, в Гданьск. Под Гданьском был классный кемпинг, есть у нас тоже с прошлого лета пару видео. И такие сидели, думали, блин, классно, следующим летом, это год назад было, поедем, просто на целое лето все бросим и поедем. Ну вот мы, собственно, все бросили и поехали. Для нас это, не было чем-то таким странным или каким-то необычным. Вот. Но когда мы всем говорили знакомым, все такие, нифига себе, прям так, прям без жилья. Мы такие, да. Просто не знаю, потому что мы были к этому готовы, мы вынашивали эту идею, мы ее как бы вот обдумывали детально и готовились. Мы хотели ехать опять под Гданьск, но нам посоветовал хозяин нашей квартиры, говорит, там в Лебе классные кемпы. Мы такие посмотрели по гуглу, поехали. И, короче, вот мы уже, сейчас первый месяц уже прошел, мы вот стоим на одной стоянке в Лебе, кемпинг, тут единственный такой кемпинг, который прямо у моря. Приехали в какой-то кемпинг, вот такие сосны, красота. В общем, прошло проверку, это все вот это чудо. 500 километров намотали, вроде все хорошо, сейчас уже скоро закат. Слышите, шумит море.
Наша задача сейчас распаковаться. Мы тут одни будем с палаткой. Тут куча кемперов, миллиард кемперов. Вот, и наша задача сейчас разложиться до захода солнца. Про него я попозже расскажу отдельно, то есть сделаю маленький обзорчик, и я хочу сделать отдельное видео про наш инвентарь, оборудование, то без чего кемпинг вообще практически не удался, а какие-то вещи нас просто спасли, это было просто судьбоносная покупка, без привлечения. Короче, в городе Леби мы стоим, прямо вот у моря, здесь у этого кемпа, этот кемп очень крутой, современный, сделан из таких вот этих контейнеров, и здесь офигенное все, сервис, и свои 2 частных выхода к морю. Короче, тут столько прикольных плюшек, про это расскажем попозже. Погода и прогноз. Июнь 2025 года, как вы знаете, вообще провальный по погоде, и это, конечно, нам очень сильно нагадило, короче. Какой прекрасный закат. GoPro все не передает. Люди в зимних куртках бегают. Я одел 2 капюшона, потому что холодно. Балтика. Но все равно, как видите, мы вот эту палатку обновили. В прошлом году у нас была Arpinas из Decathlon Arpinas 4.1, даже не Black Fresh, а вот эту мы ее поменяли и купили вот этот QH 5.2 Arpinas Fresh and Black. Блин, это супер бронетанк. Палатка вообще супер довольная. Погода была действительно такая, прям холодно было, все было на грани. Но вот, повторюсь, какие-то вещи нас просто спасли. Мы купили там такие вот печку, которая просто нас реально спасла. Так бы, я не знаю, мы собирались бы экстренно, уезжали. Вот без этого агрегата вообще не было бы вся бы наша авантюра потерпела бы крах. Обогреватель 2-киловаттный. GPT нам сказал, что его нельзя использовать в палатке, но мы... А? И вы нам сейчас скажете, да, все комментаторы четкие сейчас все прокомментируют. Но мы его используем только в предбаннике, когда есть вентиляция полностью. В спальном отделении его не используем. Прогреваю, либо краткосрочно, буквально вот прямо вот сидя рядом. Очень круто греет, и без нее вообще был бы провал, потому что нужно прийти и обогреться сразу срочно там или детей погреть. Очень крутая штука, стоит просто сущие копейки. Ты делишься своим опытом, но про безопасность надо напомнить. Нужно только под присмотром, и вообще в палатках, особенно в маленьких, там, где нет вентиляции. Ну и крутая тема, что есть ребенку погреться, подойти. Нравится штучка? Вот, и если вдруг что-то, то она сразу же, коленки, намочила, вот сразу же, если она падает, то срабатывает эта штука, предохранитель, при падении выключается автоматически. Но море и песок даже в такую погоду — это всегда круто. Даже в куртках, даже с таким сильным ветром. Просто когда приезжаешь на море, которое стоит прямо на краю соснового леса, этот безумный чистый воздух, это потрясающая свежесть. Но она пьянит. И вот эта свобода, когда у тебя нет ограниченного времени, тебе не нужно куда-то возвращаться в ближайших 3-4 дня, это, конечно, нам очень сильно нас подбадривало, и мы все равно ходили на пляж даже. Тут такая Балтика, солнце светит, ветер дует, даже сильный ветер, прохладно, все равно солнце валит. Вот разные были дни. Мы старались сюда ходить на пляж почаще, как только можем. Главные вот такие моменты. Первые 5 дней еще, когда мы по домикам кочевали, я активно снимал по привычке. Вот когда уже приехали сюда, вот лес прямо вот так вот меня начал быстро, мгновенно растворять. Так захотелось замедлиться, хотя ум очень сильно еще накидывал: давай, там какие-то планы, что-то там, то все, 5-10. Он прямо вот, знаете, вот как автомобиль, который остановился и на нейтралке, и ты еще давишь на газ, и в холостые вот эти, но ты уже не едешь, все, ты уже остановился. А двигатель просто ревет, дымится, палится бенз, и все. И вот такое было состояние. И вот первые 5 дней мы даже вообще не заметили. Они просто пролетели как мимо нас, вот так вот, просто. В общем, мы только 5 дней, мы, по-моему, только на 5-й день только полностью разобрались, расставили всю мебель эту туристическую, все там что-то дозаказывали, там покупали, мы просто как-то зависли, и реально, я даже ничего не снимал. Я не снял практически ни одного видео с голосом. Просто я знал, что я буду делать видео, потому что я веду YouTube, я это дело люблю и хочу развивать наш канал. И я просто делал какие-то подсъемы, потому что это уже профессионально, знаете, сколько, говорю, я с камерой в руках с 2014 года.
с 2013-го. Наша профессиональная работа, мы зарабатываем на видео, это это моя деятельность, это мой хлеб и плюс моя страсть. Вот так вот сошлось. Я просто постоянно этот телефон включал и под съемку подснимал. Камеру ни разу не достал, даже свою рабочую профессиональную. Все на телефон. Вот 5 дней мы просто приходили в себя после вот этого года жизни в городе. Просто готовили, ели вкусную еду. Какая мама у нас кудесница в кемпинге. Что-то отвернулся, она уже какие-то бутеры, тут какой-то супер цельнозерновой хлеб с пинат-баттер, с помидорчик, зелень и какие-то... А что это за супер дизайнерские обгрызенные куски персика? Потому что у нас двойня и постоянно драка до крови. Когда остается один фрукт. О, да, двойня, да. Короче, немножко... не убрано, но я запарился все убирать, чтобы было все грамотно и красиво для кадра. Вот как есть. Но когда есть такая женщина в кадре, ничего больше никто не заметит. Вау! Дышали этим невероятным воздухом, этим прекрасным, потрясающим сосновым лесом. Тут рядом возле кемпинга еще сразу национальный парк. Там огромный, просто гигантский сосновый лес. Вот по классике ты ходишь, собираешь чернику. Дети все там эти ягодки собирают. Там просто в какую-то кружечку немножко пособирали, поели. Что нашли? Чернику, вот. Вау. Вот здесь. Если найдет, папа говорит. Так она везде, она. Смотри. Вот. Спасибо. О, Да. здесь много. Для них это что-то такое в диковинку. Мы-то в детстве этим занимались всем, и для нас это была какая-то норма ездить в грибы, ягоды. И сейчас как-то, я не знаю, кто живет в сельской местности, то вот так этим занимается. Городские жители этого не делают. И для детей это было прикольно, что прикольно, барушку мы из магазина обычно привозим, да, а тут можно пойти ягод пособирать, которые можно есть. Короче, вот это просто природа, воздух, дышали. Единственный такой момент, что с детьми сложно их укладывать рано, потому что темнеет и закат очень поздно, и им хочется бегать. И здесь как детский сад. Но про это тоже отдельно у меня пункт про социализацию детей. Потом еще в конце у меня будет этот пункт, я его освещу. Короче, они гуляют с друзьями. И мы поздно ложились, и мы отсыпались просто до 10. До 10 я не спал, до 10, наверное, лет 5. Я не помню такого. Такого не помню. А здесь, на этом потрясающем воздухе. И обязательно хочу вам сказать, если покупаете палатку, особенно в Декатлоне, я не знаю остальные бренды, но вот это Кюхе, да, или как она там называется, Fresh and Black берите, если вы хотите спать, потому что она темная. Солнце, 10 часов, а она внутри темная. И, конечно же, мы пили свой чай. Шен-пуэр, наш любимый, обожаемый шу-пуэр. Вот это все очень заходило. Вот это утром встаешь, детей покормишь и садишься пить чай в замедлении, в таком замедлении. И поначалу, опять же, ум такой, блин, что-то так поздно встаем, ничего не успеваем. Вот это хочется, какие-то планы, какой-то крысиные бега, вот этого хомяка, вот это колесо поставить, чтобы он опять бегал, это колесо крутилось, да, вы знаете. Но потом такой сам себя обсекаешь, говоришь, не, все классно, я же здесь, все нормально, все хорошо, расслабься, выдохни, ты ради этого приехал, это отдых, отдыхай. Что нравится в погоде? Но вот так вот, жить. Для тех, кто переезжает в Польшу или уже живет в Польше, мы сделали отдельный телеграм-канал, где собираем кучу полезной информации, в закреп-посте полезные ссылки, поиск жилья, очень много всяких приколюх со скидками. В общем, делимся личным опытом, все только через личный опыт. Там еще можно общаться, и там мы освещаем весь наш путь в режиме реального времени. Кому интересно, приходите. Класс, я вот реально уже за месяц, можно сказать, выспанный. Прям отдохнувший. Конечно, жизнь с детьми это не есть на 100% отдых, они требуют внимания просто колоссального. И во многом сложно, но все равно, даже несмотря на это, родители поймут, о чем я говорю, но несмотря даже на это, все равно реально произошел такой перезарядка, наполнение и отдых, восстановление.
очень круто, что взяли велики, просто не пожалели. Леба, я думаю, что у нас еще впереди тоже много крутых городов, мест с великами, потому что, ну, Польша в целом велосипедная история. И тут тоже в Лебе ты достаешь велики, все с великами приезжают, смотришь на кемпинг, все с великами. Мы тоже брали, ездили в город. Очень классно, уютный туристический городок, такой ламповый. Офигенно покататься, дети двигаются, ну это как зарядка, опять же движение, поэтому с велосипедами тоже вообще не промах, не пожалели, что инвестировали этот багажник, чтобы эти велики там нас год не ждали, но тепло, когда еще, как не сейчас ездить на великах, поэтому это было правильным решением. Где-то через неделю, как мы здесь вот уже стояли, приехали наши друзья. Это друзья моего юношества, моего детства, из моего города, откуда я родом, из Беларуси. Мы вместе там тусовались, чего там только не делали. Теперь уже у всех жены, дети давно уже. У некоторых есть прям подростки. 2, 3! Дети тоже тусовались, у них была такая крутая социализация, они уже до этого мы встречались, они знакомы, в общем, круто было, мы с друзьями очень классно провели время, сидели тут, вспоминали молодость, вспоминали юность и просто сидели, болтали о жизни в Польше, у кого какие-то там, вот все в разных городах живут, вот мы в Варшаве жили, друзья из Торуня приехали, друзья из Вроцлава приехали, сидели, все это сравнивали, ну, прикольно, все довольны, всем нравится. Друзья уехали, и у нас начались по прогнозу бури, ураганы и плохая погода вместе с дождями. Мама Лианы, Тея, вы сейчас где? Прием! Мы на пляже, вообще круто тебя слышно, и мы ногами в воде стоим, собираем красивые плоские камешки, прием. Хорошо вам погулять по пляжику. Для наших подписчиков монтирую хорошее видео, прием. Передаем привет всем нашим подписчикам и подписчицам с очень ветреной Балтики. Сегодня передают предупреждение, что будет буря и дождь ночью. Надеюсь, палатку не снесет, прием. Ничего, переживем, ведь мы крепкая, счастливая, самодостаточная, уверенная в себе, целеустремленная семья, прием. Отдыхаем! На курорте, на Балтике отдыхаем! Боремся со стихией! Это, конечно, испытание с маленькими детьми, палатка. У меня вообще какой-то вот есть такой бзик, какой-то вот это, когда есть чувство незащищенности, что-то вот такого экстремального. Я чувствую себя очень некомфортно, потому что в палатке невозможно чувствовать себя на 100% защищенным. Но опять вот про эту палатку, реклама, это видео будет реклама декатлоновских палаток Кюхея. Короче, очень довольны. Очень крутая палатка, реально офигительная. Она продумана, кстати, до мелочей. Ой, здрасте. Как уютно у вас, мама. Папа, кстати, я тебе готовила тесто. Что? Я тебе готовила пирог. Пирог. Очень сейчас попробую. Вкусно. Но я еще не доделывала. Тут прям целый дом. Так уютно, красиво. Захожу. Папа, прости, я... В этом тамбуре очень удобно было вести, быть четвером с дождем. Короче, классная тема. Дождливый период, сколько там вот была неделя почти дождей. Ну, не прям проливных, но ночью пару раз было очень сильно шумно. Ветер был такой, что когда с палатку сейчас снесет парусом, просто как парус. Вот, но ничего, все пережили, и все класс. И дети, самое главное, что дети к этому с энтузиазмом относятся. Это, им прикольно. То есть о них заботятся, но они как бы не боялись, они не просятся домой, ничего. Ну, до детей дойдем еще.
Хочу отдельно подчеркнуть, почему это очень крутой опыт, и мы вот прямо в процессе проживаем его и наслаждаемся им, потому что, ну и каждый день об этом обсуждаем и говорим, что это прям реально офигенный, крутанский опыт. Мы не жалеем, что ввязались, и вот я записал парочку причин, почему это очень офигенно. В первую очередь хотелось бы сказать про быт. Жизнь в кемпинге, особенно в палатке, ну вот в таком варианте, как мы приехали, это такая, знаете, демо-версия, очень облегченная версия жизни в деревне, когда нужно много ходить, там двигаться, за каждым движением нужно вот пройти. Причем в деревне такой, знаете, вот еще не совсем современный, где вот нужно принести воды, как раньше было из колодца, да. Это сейчас везде есть эти и центральное отопление, и центральный водопровод, и канализация. Раньше вот эти были туалеты, вот когда у меня бабушки были, они вот жили в домах, где не было канализации, там были дома, туалеты на улице, вода была в колодце, и кто более старшего поколения, тот знает, о чем я рассказываю. Молодежь, может, не поймет, там те же наши дети, они, конечно, не в курсе будут сейчас, о чем я рассказываю. Я тут просто, пытаюсь поймать солнце, чтобы мое лицо было не совсем в тени. Ну, короче, пофиг. Вот. И ты, когда приезжаешь из города, начинаешь жить вот такой жизнью, тебе, вот, допустим, что-то посуду помыть, ты там просто тебе нужно пройти, набрать воды или идти ее куда-то нести. Да, это не тяжело, это не то, что сложно, я не сравниваю это с той жизнью в деревне. Но это такая, повторюсь, чтобы вот не было неадекватного восприятия моих слов, что это такая демо, облегченная лайт-версия. Лайт-версия, такой легкая версия жизни в деревне, где много-много ходишь, и для каждого действия. В туалет тоже, да, здесь классные туалеты, очень качественные. Здесь горячая вода, горячий душ. Но до них нужно дойти тоже. Сходить с детьми помыть. Это не просто как в квартире 2 шага, ты в туалете там или готовишь, ты там даже ложку сполоснуть, нож сполоснуть. Ты вот куда-то должен тут все равно пойти, это вот сделать. И ты просто за день вот так вот по лагерю наматываешь большое количество километров. И фишка в том, что когда ты начинаешь, вот ты даже попадаешь в такую облегченную версию какой-то там деревенской жизни и такой, да, то ты начинаешь переосмыслять те блага, в которых мы все живем, и считаем их уже данностью, как будто бы это все так и должно быть. Мы все относимся уже к горячей воде, к электричеству, к канализации, там, к отоплению, ко всему этому относимся, знаете, как к должному. И когда вот тут живешь, у тебя этого нет в лишениях, в такой, в легкой версии аскезы, ты начинаешь все это просто у тебя открывается сознание, ни хрена себе, как вообще люди, вот какой себе комфорт создали, что мы имеем. Это к тому, что, опять же, вот мы живем, все воспринимаем как должное, нам все мало, нам все плохо, ай-яй-яй, там вот, а вот у тех лучше, да, вот все насмотришься, особенно сейчас в эпоху этих соцсетей, которые впихивают нам в голову чужие жизни, тебе кажется, что у других лучше. И ты перестаешь ценить то, что у тебя есть. И такие базовые вещи, что следовало бы каждому человеку, с чего начинать утро, просто радоваться, что у тебя есть ноги, руки, голос, слух, зрение. Ты можешь просто открыть глаза, почувствовать воздух, ты можешь ходить по этому лесу, трогать эти деревья. Никто не радуется. Я же тоже не говорю, что я такой святой, я радуюсь. Нет, мы все не радуемся базовым вещам. И если, это супер базовая вещь, да, типа здоровья, которое мы считаем, что должно быть. Но есть люди, у которых нет ног, у которых нет возможности там потрогать дерево или просто увидеть свет. И, они нас, конечно, не поймут. Ладно, конечно, окей, ты к этому привыкаешь, но также ты начинаешь привыкать ко всем благам, которые приходят к тебе уже помимо твоего там тела, здоровья, твоей жизни. Вот те банальные условия комфорта, в которых мы все живем. Продукты в соседнем магазинчике, да, вот эти все в квартире, теплые, отапливаемые квартиры. Все это типа есть как есть, а тут ты вот когда минимально попадаешь в лишение, для тебя это базовые вещи, которых у тебя сейчас нет, становятся просто чем-то запредельным. Ты начинаешь об этом думать совсем по-другому. Это, я считаю, полезно в некоторой степени. Почему нет? Почему бы об этом не подумать с такой точки зрения? Почему бы не начать ценить то, что есть? Подумать о том, что у тебя уже есть много, и ты уже счастлив. Может быть, просто можно это счастье и изобилие просто
не искать где-то и смотреть, что оно у кого-то есть, у тебя нет, а просто обнаружить его у себя, потому что оно у тебя есть, обнаружить его и насладиться им, подумать об этом, поблагодарить за это. Это большого стоит, я считаю. И вот жизнь в кемпинге, она возвращает тебе к этим мыслям, к этому осознанию, к этим ощущениям. Поэтому даже с этой точки зрения я всем крайне советую выходить из зоны комфорта, потому что ты начинаешь эту же самую зону комфорта ценить больше и благодарить. Следующим еще моментом очень классным, это вот благодаря вот этому воздуху морскому и лесному, смесь вот этого прекрасного, вот этих прекрасных двух показателей дает невероятно крутое самочувствие. Очень круто себя чувствуешь, классно спится. Вот у нас попроходили все вот в носу сухость, корки, постоянно какие-то забитости этого носа у детей были, особенно вот одной девочки, просто постоянно забивался, нужно было прочищать, потом корки аж до крови были, сухость, слизистой, пальцы, кожа лица, кожа на руках, сохла, особенно в отопительный период. Здесь все прошло, у всех вообще обалденное вот состояние. Это, воздух просто нереально крутой воздух. И еще очень важный момент — это вот эта близость семейная. Мы и так достаточно дружная семья, я считаю, и мы такой ведем замкнутый образ жизни, мы очень так замкнуты на себе в каком-то смысле, не знаю, хорошо это или плохо, но так получается, как есть. Тут оно проявляется еще, многократно. То есть вы, как кто-то нам в комментариях написал, там, жена боевая подруга, и дети боевые товарищи, так и есть, потому что вы все тяготы и невзгоды делите пополам и проходите их вместе. Дети смотрят на то, как вы с супругой, как вы с мамой сообща это все делаете. Как дети смотрят на то, как папа с мамой сообща решают проблемы, взаимодействуют с детьми, помогают в чем-то. Очень много всяких моментов, разговоров, объяснений. То есть как-то все ускоряется, все эти процессы, потому что когда они в саду, ты их не видишь целый день, потом они приходят все уставшие, всем все впадло просто, там мульт врубил, пожрал, все нахрен, все, вот такая жизнь, она заканчивается, потом они выросли, свалили из квартиры и из твоей жизни, и ты такой, а где дети, а детям уже срать на тебя, потому что они были в саду, да, все время, вот такая вот эта жизнь городская такая у нас, вот так вот мы все привыкли жить и считаем, что это норма, окей. А здесь ты вместе много обсуждаешь, много разговариваешь, да, ругаешься, да, устаешь, да, напрягает, да, хочется иногда, сорваться и срываешься. Ну, это нормально, это жизнь, но потом это вместе прорабатываешь, обсуждаешь эти какие-то срывы, извиняешься, и они извиняются, они разговаривают, но вместе с этим расцветает какое-то вот это нежное чувство, расцветает, вы просто переосмысляете все вот эти чувства, очень часто оголяются, и какая-то любовь, ты ее просто она как будто на поверхность выходит. И, это очень-очень классно. И вы становитесь командой, в сложности преодолять вместе. Вот тоже сегодня ходили на эту дюну и много шли тоже. Дети не нравятся. Там у нас украли кроссовок. Одна малая шла с носком терпеливо в носке, просто носок, а второй кроссовок. И она идет, терпит. Думаешь, нифига себе. На великах тоже стали ездить там в городе. Я устала, все это, знаете. А тут все нет, едем и все. Ты понимаешь, что если ты не доедешь, мы вся семья будет стоять, мы должны доехать. И едет, и терпит, и ты такой смотришь на них, думаешь, вау, даже не ожидал от своих детей такого крутого, или как они там приходят, тебя пожалеют, поддержат. Это просто потрясающе, это просто для семьи мега крутая история. И показывать пример. Просто, хочется как можно дольше, сейчас у них такой очень нежный возраст, 6-летний, хочется как можно дольше, чтобы он сохранился, потому что я смотрю на подростков, которые уже, все нахер, иди, идите, вы там, мам, пап, ты что гоните вообще, лошью какой-то, все уже старперы. И это придет уже прямо завтра по ощущениям, потому что время просто неумолимо летит, жизнь просто настолько скоротечна, и хочется это ощущение не терять и запечатлевать в памяти каждый момент этого такого дружного, семейного. Я надеюсь, что оно останется у нас на подольше, и всем советую. Это очень классный такой инструмент для сдруживания семьи.
Реально круто, советую. Ну и про детей, про социализацию. Здесь они поначалу от нас не отставали, но в целом, понимаете, кемпинги в Польше, они такие крутые в плане того, что, ну, они огороженные, они безопасные. Тут как город, как мини-город. И он получается вот наподобие что-то какого-то, как будто лагерь какой-то, знаете, вот в который в лагеря раньше вот мы ездили. Вот, и много детей, все приезжают, все семейные. Тут много немцев, поляков, чехов, все семейные. И дети просто бегают, здесь крутая игровая, просто охренеть. Мы с Настей когда увидели эту игровую, уж офигеть просто. Это ж надо в кемпинге такую игровую замутили. И прямо напротив кафешки. И вот мы в эту кафешку просто приходим сами, там что-то берем себе, там, не знаю, чай, кофе или с собой, там какие-то, можно мороженое взять, пиво безалкогольного, ну или кто там хочет алкогольного, шампанского, там кто там что хочет, чай, кофе. И вот прямо рядом дети играют, с ними поиграть тоже всякие вот эти в автоматы. Ну и они там тусуются, у них там свой, короче, комьюнити детский. Они там все уже приходят, им все, мы до коллежанок. Было пару дней, короче, они все, мы их просто не видели до вечера, знаете, как в лагере. Потом только по рации: давай бегом сюда. Не, можно мы еще? Да, я просто хотел узнать, ваша подруга с вами или нет. Что ты сказала до этого? Все хорошо. Можешь уже мешать, пожалуйста? Что можешь? Мешать, пожалуйста. Можешь не мешать, пожалуйста, говорят, ничего себе. Хорошо, простите, больше не мешаю, прием. Ладно. Przedstawiamy królewę Teję. Królewa Teja? Gdzie jesteś, moja królewa? O, jaka jest piękna. O, jaka piękna. Zrobiliście królewę? Co opowiesz nam? В кемпинге, как в лагере. Наши дети сейчас пошли в палатку, а до этого они бегали там на плацу забав, они вот с кем-то познакомятся, кто-то уезжает, ну как лагерь. И только что обидно, что уехали одни друзья, девчонки познакомились с одним мальчиком, польский мальчик бегал, вот, и вроде все хорошо, Лиан с ним там разыгралась, и бегают там, ловят насекомых, там играют. И только что прибежали, говорят: он там бегал за нами без трусов. Снял штаны по колени, и родители ничего ему не сказали, не знаю, как там было. Вот, но мы сказали, все, отправили девочек в стрессе смотреть мультики, чтобы они перезагрузились. Сидим дальше, пьем чай, смотрим, идет. Только что пришел кавалер, блин, джигит, хлопок польский, который без трусов бегает за девчонками 6-летними. Оно ему лет 7, наверное. Пришел, я говорю, типа, что за дела? Ну, говорим по-польски, пытаюсь с ним разговаривать. Говорю, что за дела? Ты что бегаешь за моими дочками без трусов? А это была забава, говорит мне. Типа, забавлялся. Говорю, это не есть, это не забава, бегать без трусов за девочками. Это не прикольно, не забавно. Он такой: да это забава такая, щику называется. Какая-то забава, щику, я не знаю, может это мы тут приезжие не понимаем, есть какая-то традиционная польская забава, щику, или что, как она там называется, я не знаю. Ну, в общем, вот, обиделся, расстроился, что я запретил ему бегать без трусов за девчонками. Реально обиделся, расстроился и пошел. Вот такие вот инциденты. Так что будьте осторожны, если переезжаете в Польшу. Кто-то может с вами случайно поиграть в сику. Вот, а вы будете не готовы. Как-то день-то дня по-разному. Вот были праздники, было много детей, потом все разъехались. И потом все, кто разъехались, опять приезжают, а мы все еще стоим здесь, короче. Вот, мы тут уже как месяц, мы, короче, уже стояли. Но сегодня последний день, завтра уже собираемся, и будет у нас новое продолжение новой истории, будет новый кемпинг. И мы так планируем стоять еще до конца августа, аж до сентября. В сентябре уже поедем в город, и дети пойдут в садик. Подробно про кемпинг и стоимость, сколько стоит вообще жить в кемпинге. Сейчас я подбиваю всю информацию, это будет отдельное видео в скором времени, и еще будет отдельное видео, это про наш инвентарь. Все, что необходимо взять с собой, что действительно помогает комфортно жить и без чего мы не советуем идти, что спасло нас, еще в подробностях. Подробно с брендами, где покупали, сколько стоит, тоже будет в отдельном видео, не пропустите. Задавайте вопросы, пишите в комментариях, смотрите наше предыдущее видео. Поставьте лайк, поддержите. Все, увидимся в новых видео. Пока-пока.